Бескрайние леса Канады хранят в себе первозданную тишину, которую редко нарушает присутствие человека. Здесь, среди вековых елей и непроходимых чащ, время течет иначе. Джеймс, ветеран службы охраны дикой природы и опытный рейнджер, знал эти места лучше, чем собственные 5 пальцев. Для него патрулирование отдаленных секторов парка было не просто работой, а своего рода медитацией, способом слиться с природой. Однако в тот прохладный октябрьский вторник привычный ритм его жизни был жестоко нарушен. Осенний воздух был прозрачен и холоден, пахло прелой листвой и смолой. Джеймс шел по едва заметной звериной тропе, проверяя метки границ заповедника, когда внезапно лес содрогнулся. Это был не шум ветра и не треск падающего сухостоя. Пронзительный, вибрирующий звук, многократным эхом отразившийся от стволов деревьев, заставил кровь застыть в жилах. Рейнджер замер, его рука рефлекторно легла на приклад винтовки. Чувства, отточенные годами службы, обострились до предела. Звук повторился. Это был крик, страшная смесь звериного рыка и почти человеческого стона, полного боли и безысходности. Казалось, само существо леса молило о помощи. Инстинкт самосохранения, этот древний внутренний голос, шептал ему: «Уходи, это опасно». Но долг и человечность оказались сильнее. Джеймс, стараясь ступать бесшумно, двинулся на звук, продираясь сквозь густой подлесок. С каждым шагом крики становились отчетливее, превращаясь в тяжелое, хриплое дыхание. Выйдя на небольшую, залитую тусклым солнечным светом поляну, Джеймс увидел картину, которая навсегда врезалась в его память. Зрелище было душераздирающим и гротескным одновременно. Огромный бурый медведь, хозяин тайги, лежал на земле, поверженный человеческой жестокостью. Он стал жертвой не одной, а целой серии садистских ловушек. Его правая передняя лапа была намертво зажата в стальных челюстях мощного капкана. Голова животного находилась в удавке из стального троса, которая при каждом движении затягивалась, все туже перекрывая кислород. Но и это было не все. Задние лапы зверя запутались в мотках ржавой колючей проволоки, превращая любую попытку освободиться в пытку. При виде человека медведь дернулся, издав низкий утробный рык, переходящий в жалобный всхлип. Джеймс мгновенно вскинул винтовку, взяв зверя на прицел. Раненый хищник — самое опасное существо в лесу. Адреналин ударил в голову, сердце колотилось где-то в горле. Но, глядя в глаза зверя через прицел, Джеймс увидел не ярость убийцы. Он увидел бездонный колодец страдания. Глаза медведя, полные слез и боли, смотрели на него с мольбой. «Тише, приятель, тише», — прошептал Джеймс, чувствуя, как дрожат его руки. Он понимал, что медведь находится на грани смерти. Еще немного, и он задохнется или умрет от болевого шока. Нужно было действовать, но любое приближение могло спровоцировать атаку. Когда рейнджер сделал первый осторожный шаг вперед, медведь в последнем отчаянном рывке попытался ударить здоровой лапой. Это была рефлекторная защита, попытка отогнать очередную угрозу. И тогда Джеймс решился на безумный поступок. Он медленно, не делая резких движений, снял с плеча винтовку, свое единственное средство защиты, и положил ее на влажный мох, далеко от себя. Затем он отстегнул пояс с ножом и отбросил его в сторону. Это был акт абсолютного доверия, безмолвное обещание: «Я не причиню тебе зла». Он поднял пустые ладони, показывая их зверю. Удивительно, но медведь, казалось, понял этот жест.
Возможно, этот гигант уже сталкивался с людьми и знал, что опасность исходит от предметов в их руках. А может быть, боль была настолько невыносимой, что он был готов принять помощь даже от врага. Тяжелое дыхание зверя чуть замедлилось. Он положил массивную голову на землю и закрыл глаза, словно смирившись с судьбой. Джеймс понимал, что любой здравомыслящий человек на его месте уже бежал бы прочь, вызывая подмогу по рации. Но времени не было. Рейнджер опустился на колени и по-пластунски начал приближаться к хищнику, не переставая говорить тихим, монотонным голосом. Оказавшись в зоне поражения когтей, он почувствовал горячее, зловонное дыхание зверя. Первой целью была петля на шее. Стальной трос глубоко врезался в густую шерсть и кожу. Достав из кармана кусачки, которые всегда носил Сойер, Джеймс дрожащими пальцами подцепил трос. Щелчок инструмента прозвучал в тишине леса, как выстрел. Петля ослабла. Медведь сделал глубокий судорожный вдох, наполняя легкие воздухом. Он не шевелился, позволяя человеку работать дальше. Следующим этапом была колючая проволока. Ржавые шипы впились в мышцы задних лап, вызывая воспаление. Джеймс работал с хирургической точностью, стараясь не причинять лишней боли, но медведь то и дело вздрагивал и тихо скулил, словно огромный обиженный пес. Минуты тянулись как часы, пот заливал глаза рейнджера, но он не останавливался, пока последний кусок проволоки не был удален. Оставался капкан. Самое сложное, если освободить лапу сейчас, медведь, почувствовав свободу, мог в состоянии аффекта напасть. Это была русская рулетка. Джеймс посмотрел в глаза зверя и, собрав всю волю в кулак, нажал на разжимный механизм. Стальные челюсти разжались. Медведь был свободен. Джеймс, затаив дыхание, медленно отполз назад, ожидая реакции. Но вместо того, чтобы вскочить и броситься в атаку или бежать, медведь остался лежать. Он попытался подняться, но лапы подкосились, и мощное тело рухнуло обратно на землю. Только теперь Джеймс смог оценить масштаб трагедии. Шерсть зверя была пропитана запекшейся кровью. Лапа, побывавшая в капкане, была раздроблена и неестественно вывернута. Истощение было очевидным. Ребра выпирали сквозь густой мех. Медведь сделал еще одну попытку. Он прополз несколько метров, волоча раненую лапу, и снова упал, издав стон полный отчаяния. Он был сломлен. Оставить его здесь означало подписать смертный приговор. Если не добьет инфекция и голод, то вернутся те, кто поставил эти ловушки. Браконьеры, люди без чести и совести. Ярость закипела в груди Джеймса. Он выхватил рацию и вызвал экстренную помощь, требуя связать его с ветеринарной службой дикой природы. «Мне нужна эвакуационная группа, квадрат Б-12. Тяжелый подранок, медведь-гризли. Множественные травмы от капканов. Срочно». Группа прибыла через 40 минут на специально оборудованном вездеходе. Ветеринары действовали профессионально. Дротик с транквилизатором окончательно усыпил измученное животное. При первичном осмотре специалисты качали головами. Медведь пробыл в ловушке не менее 3-4 дней. Начался сепсис. Погрузка 300-килограммового гиганта потребовала усилий всех присутствующих. Дорога до клиники заняла полчаса, которые показались вечностью. Там, в стерильной операционной, началась борьба за жизнь лесного исполина. Раны были очищены, раздробленные кости собраны, введены мощные дозы антибиотиков. Врачи сообщили Джеймсу неутешительную новость. Этот медведь был не единственным.
За последний месяц в районе нашли несколько лисиц и волков с похожими увечьями. В лесу орудовал серийный браконьер-садист. Пока медведь восстанавливался под действием седативных препаратов, в клинике возник спор. Администрация настаивала на скорейшем выпуске животного. У них не было ресурсов для длительного содержания такого крупного хищника. «Вы не можете его выпустить!» — кричал Джеймс. «Там кто-то расставляет минные поля из капканов. Мы отправим его на верную смерть». «У нас нет выбора, Джеймс», — разводил руками главный врач. «Мы подлечим его еще пару дней, но потом он должен вернуться в лес». Понимая, что времени в обрез, Джеймс решил взять правосудие в свои руки. Полиция и служба контроля за животными начали расследование, но бюрократическая машина работала слишком медленно. Рейнджер знал, чтобы поймать зверя, нужно думать как зверь, но чтобы поймать человека, нужно быть еще хитрее. В следующие дни Джеймс почти не спал. Он превратил лес в зону тотального наблюдения. Десятки скрытых камер и фотоловушек были установлены на звериных тропах и в местах предполагаемой активности браконьеров. Он изучал следы, сломанные ветки, окурки, малейшие признаки чужого присутствия. Дни шли, медведь готовился к выписке, а лес молчал. Джеймс начал терять надежду. Но однажды ночью, когда он задремал в своем пикапе на окраине леса, его телефон завибрировал. Сработал датчик движения на одной из камер в секторе, который он считал самым глухим и безопасным. Сон как рукой сняло. Джеймс схватил фонарик, проверил наручники и бесшумно нырнул в ночную тьму леса. Он не включил свет, чтобы не выдать себя, ориентируясь лишь на бледный свет луны и свое знание местности. Сердце отбивало бешеный ритм. Вскоре он нашел то, что искал — свежие следы тяжелых ботинок, ведущие вглубь чащи. Джеймс двигался как тень. Внезапно лес расступился, и он вышел на небольшую поляну. В центре, едва заметный в траве, блестел металлом свежеустановленный капкан. Точно такой же, в который попал медведь. Хруст ветки за спиной прозвучал как гром. Джеймс резко развернулся, одновременно включая мощный тактический фонарь. Луч света выхватил из темноты фигуру мужчины в камуфляже. Тот замер, ослепленный, прикрывая лицо рукой. Не давая преступнику опомниться, рейнджер бросился на него. Завязалась короткая, но яростная борьба. Браконьер был силен, но на стороне Джеймса была ярость и профессиональная подготовка. Сбив противника с ног, он заломил ему руку и защелкнул наручники. «Это тебе за медведя, ублюдок!» — выдохнул Джеймс, прижимая лицо преступника к холодной земле. Прибывшая полиция обнаружила в рюкзаке задержанного целый арсенал запрещенных ловушек и карту с пометками. Под давлением улик и показаний Джеймс-браконьер сломался и признался во всем, показав места всех установленных им капканов. Лес был зачищен. Угроза миновала. Неделю спустя настал день прощания. Медведь полностью оправился, его раны затянулись, а к лапам вернулась прежняя сила. Джеймс и команда ветеринаров отвезли клетку с животным в самую глубь заповедника, подальше от людских дорог. Когда дверца клетки открылась, все затаили дыхание. Медведь не спешил. Он вышел наружу, вдохнул прохладный воздух свободы и сделал несколько неуверенных шагов. Затем он остановился. Вместо того, чтобы раствориться в чаще, огромный зверь обернулся. Он смотрел прямо на людей, стоявших у машины. Его взгляд встретился с взглядом Джеймса. В этих темных глазах больше не было боли и страха. В них читалось что-то глубокое, осознанное, странная смесь признания и прощания. Казалось, зверь кивнул благодаря человека за подаренную
вторую жизнь. «Удачи, брат», — прошептал Джеймс, чувствуя, как по щеке катится скупая мужская слеза. Его коллеги тоже не скрывали эмоций. Медведь развернулся и мощными уверенными прыжками устремился в чащу, навстречу своей свободе, оставляя людей одних на лесной дороге. Эта история стала легендой среди местных рейнджеров, напоминанием о том, что сострадание — это универсальный язык, который понимают все живые существа, независимо от того, на скольких ногах они ходят.